Так, девочки, я провязала эти 8 рядов и посмотрела, какую фурнитуру можно использовать для этого медвежонка. Я буду брать овальный носик, он у меня здесь 21 сантиметров и бархатный. Конечно же, можно взять и треугольные носы, как, например, вот этот бы очень хорошо смотрелся, тоже 25 сантиметров он. Но так как я всем делала вот такие носики, я останусь при таком носике. Сразу же за ножку я привязала вот такую черную нить, чтобы потом в самом конце, когда уже сделаем утяжки, сделать косметические такие вышивки ей. Очень удобно. Одна девушка мне посоветовала здесь, подписчица, потому что я когда утягивала, потом все время пыталась как-то иглой мимо носа пройти, и у меня не получалось, потому что шайбочка там внутри, она не давала. А так, конечно, очень удобно и классно. Итак, я, в принципе, уже решилась, какие я глазки хочу взять, но колебалась между двумя-тремя парами. Вот. Мне вот эти вот глаза очень сильно пригляделись. Не считая еще тех глаз, которых я вам показывала в самом начале, да, на тех 3 медвежат. Вот эти бы глазки тоже здесь очень красиво бы смотрелись. Вот. Чуть-чуть его надо левее. Чуть-чуть. Вот как-то так примерно. Конечно, когда утягиваешь форму головы, делаешь, она совсем по-другому смотрится. Но мне кажется, что вот эти, они бы красиво смотрелись. 16 миллиметров эти глазки. Вот эти. Потом очень красиво подходят глазки вот эти. Я прям в них сразу влюбилась, когда девочку ту вязала. Они маленькие, они 14 миллиметров. Есть такие 17 миллиметров и есть 14. Этому медвежонку красивее будут маленькие. Ну, как не маленькие, а мелкие глазки. Вот, примерно так. Ну, конечно, их ровно поставить и правильно все утянуть. И голову наполнить, тогда она все красиво смотрится. Вот эти бы красиво смотрелись. Вот эти тоже, в принципе, но здесь нужно как-то подбирать. Может быть, зеленую одежду, потому что в них очень много цветов. И они немножко ребят перед глазами, хотя они тоже очень красиво смотрятся, когда уже все будет в одном комплекте, да? Здесь и черный, и белый, и голубой, и зеленый, и другие оттенки этих глаз. Классика — это вот обыкновенные черные пуговицы, но мне еще вот эти очень нравятся. И я вот думаю, или вот эти взять. Они идут 12 миллиметров. Или вот эти глазки взять. Или у меня еще одни есть очень красивые, рисованные маленькие. Так. Вот так. Ну, конечно, здесь не хватает ваты, да? Можно их немножечко еще в сторону сделать глазки. Пониже и в сторону. Тоже так красиво видела. У одной девочки смотрелась. Вот что-то вот подобить такого. Носик обязательно нужно садить чуть выше, да? Не вот на этой линии с воздушными петлями, а выше. Тогда она красивее смотрится. Вот не могу решиться, или эти глазки взять, или вот эти. Девочки, вот эти тоже классно смотрятся. Мне кажется, чем мельче глаза, тем они красивее смотрятся вот на этом медведе. Сейчас. Вот мне прям напомнил Машу и медведь. Медведь такой. И еще, знаете, единственное, что мне не нравится, если бы они не были такими белыми, а были бы, например, пусть бы окантовка была белая, а сами они были полностью коричневые, тогда коричневые глаза, они сливаются вместе с пряжей и смотрятся как одно целое. А когда глаза чисто вот сильно так белые, то они как пятнышки такие выделяются. Хотя, не знаю, вот я вот когда померила,
этого медведя. Мне казалось, что вот они сюда очень красиво смотрятся. Короче, мне нужно еще 5 минут, чтобы подумать. Я не знаю, какие одеть. Они 15 миллиметров в длину. Вот. Или вот эти одеть, или эти. Но если я эти сюда вставлю, то вот эти вставятся в немецкое видео. Вот думаю. Ну, как живой он будет смотреть. Конечно, это если все будет утянуто. Но я думаю, что, наверное, я его хочу одеть в белый комбинезон. И мне кажется, это белые глазки тоже будут все комбинировать. Вот такие вот еще есть у меня глаза. Но эти глаза, они не ко всем подойдут. Но если, например, вязать к нему там желтое или зеленое одеяние, да, и красиво утянуть, то они тоже будут красиво смотреться. Но это больше искусственно смотрится, чем живое. Хотя, например, вот эти тоже рисованные, да, но они живее здесь смотрятся, чем эти. Это надо все комбинировать между собой. Вот это надо чуть-чуть налево. Не хочу тут столько дырок делать сейчас. Это уже сильно далеко. Их надо еще правильно позиционировать, чтобы они стояли правильно. Короче, альтернатива была бы, но мне кажется, знаете, это еще красивее бы смотрелось, если бы был бы желтый медведь. Там же разницы нету, да, желтого медведя с желтыми глазами в зеленом, например, комбинезоне. Красиво бы смотрелось. Это надо просто рискнуть. Я, например, сейчас заразилась этими медведями. Я думаю, что я еще в таком цвете обязательно свяжу. Я сделаю одного желтого медведя в зеленом комбинезоне. Вот с этими глазами. Посмотрим, как он будет выглядеть. Вот. Все, девочки, у меня 5 минут. Я сейчас подумаю и вставлю. Ах, еще что хотела сказать. Смотрите, здесь на сустав я уже посадила, да, только я еще не закрепила. Вот, мне нужно будет закрепить. Я тоже просто нашла, вот снизу смотрела середину и также голову почти посередине. Посадила, чтобы он ровненько был, суставчик этот, и потом закрепим его внутри. Также ложится, в принципе, я сейчас могу ложиться, кладется, мой год, шайба. И вот такая все. Точно так же, как на руках и ногах. И он будет сидеть 100% уже, ну, устойчиво. Никуда не денется. Окей, сейчас закрепим носик. Я посмотрю, какие глазки я возьму. Так, я решила все-таки взять вот эти глазки. А вот эти вот коричневые с белым я возьму на видео, где я буду вязать на немецком. И я думаю, что там я свяжу белого медвежонка. И тогда, когда белая голова сливается вот с этим белым веком, и оно как одно целое. Мне кажется, что там будет красиво смотреться. Посмотрим, да? Так что, когда видео на немецком будет сделано, можете заглянуть, посмотреть. Но в планах взять эти глаза. Но у меня, знаете, девочки, планы меняются очень быстро, поэтому запланирую одно, а получается совсем другое. Так. Все, я все закрепила, глазки посадила, и сейчас будем делать убавки. Мы начинаем убавлять 6 столбиков убавка, и так 6 раз. Потом 5 столбиков убавка, и так 6 раз. 4 столбика убавка, и так 6 раз. И 3 столбика убавка, и так 6 раз. Провязываем эти ряды. И, конечно же, заполняем полностью все ватой, да? Хорошо мордочку наполняем, чтобы потом можно было утяжку сделать. Все красиво делаем. Выделяем щечки и вот эту вот часть, чтобы она выделялась круглой. Окей? Убавляем. Так, я ряды провязала. У нас сейчас 24 столбика. Последний ряд я провязала 3 столбика убавка, и так 6 раз. Теперь мы должны один ряд, вот этот 24, провязать без изменений и потом убавить до конца.
и закрыть эту голову. Это значит, мы провязываем сейчас один ряд без изменений 24 столбика, потом провязываем ряд 2 столбика убавка и так 6 раз, потом ряд 1 столбик, 1 убавка и так 6 раз и 6 убавок. Маленькая дырочка остается, вы ее потом затягиваете иголкой. Окей? Вот. А утягивать мы будем с вами уже завтра. Я вижу, что здесь мне вот этот вот глаз, ну или мне так кажется, да, или не знаю, что вот этот вот глаз нужно было чуть-чуть еще ниже, но тогда она бы у меня в петлю бы не входила. Я имею в виду вот в это отверстие. И когда такие ощущения есть, не буду продолжать, мы будем просто утягивать. Да, например, вот этот глаз, его можно утянуть, тогда они будут одинаково сидеть. Вот единственный минус, когда вот такие маленькие глазки вставляются плюшевые игрушки, то и при утяжке они, накрываются петлями, да, и потом такое ощущение, что или у них такой взгляд злой получается, или же просто глаза не так открыты. Ну, посмотрим, что здесь будет получаться у нас. Так, давайте, закрывайте до конца. Так, девочки, давайте утянем ему мордашку. Для этого мне здесь достаточно одной цыганской иглы и точно такая же нить. Если есть коричневая, еще лучше. Я возьму черную. Коричневой сейчас у меня нету. Фрагант. Так, вводим ее здесь снизу. И выводим там, где глаз. Я оставлю чуть-чуть нить, потому что я бы хотела завязать ее. Вводим теперь с другой стороны глаза. И здесь на одну петлю смещаем. И утягиваем этот глазик. Сильно мне не очень хочется, иначе он пропадет в этой пряже. Так. Точно так же делаем с этим глазом. Вводим с одной стороны и с другой стороны. И утягиваю. Утягиваю и завязываю. Эту процедуру можно повторить несколько раз, чтобы оно сидело очень все плотно. Этот глаз у меня почему-то сильнее туда углубляется, хотя утяжка одинаковая. Я попробую сейчас этот глаз еще раз утянуть. Повторите вы. Я попробую утянуть так, чтобы они были на одном уровне, эти глаза. Так, я дотянула, и можно здесь еще одну такую утяжку сделать. Я делала это тоже в других медведях. Можно утяжку протянуть здесь и затянуть так, чтобы этот хвостик еще был сильнее задранный. Ой, какой хвостик, носик. Хвостик. Да, чтобы этот носик был задранный. Я не знаю, как здесь получится. В принципе, он и так хорошо задранный, но можно попробовать. Так, девочки. Входим с этой стороны. Кладем нить поверху носика и вытягиваем нить опять снизу. Ну и попробуем ее утянуть. И завязываем. А так и утянуть, чтобы она спряталась. Видите, ее там не видно.
Вот так. Она её чуть-чуть на переносице, она её чуть-чуть наверх загибает. Он тогда выглядит еще такой няшный. Все, эту, в принципе, нить мы можем оставить. Теперь мне вот эта нить нужна. Этой ниткой я выделю эту полосочку и сделаю ему брови. Вот. Можно, конечно, сделать это все вот этой одной ниткой, но я не смогу зайти из-под низу прям вот под этим носиком, потому что там шайбочка, она не дает. И у нас полоска, она будет смотреться, как будто бы она не из-под носа идет, а где-то отсюда. Поэтому она в этом случае прям очень практична. Так. И вот так. И опять сюда вниз, а потом можно ее завязать вместе с другими ниточками и отрезать их все. Мне кажется, я еще не проснулась. У меня эта неделя отпуск. И я с утра встала, позавтракала, но я еще как-то не на 100% в своем репертуаре. Вот. Так. Или сделать их поменьше. Мне кажется, поменьше брови будут симпатичнее, если они такие коротенькие будут. Сейчас попробую. Нам останется связать еще только ушки и одежду. Это я сделаю сегодня вечером. Секундочку. Так. Точно такую же хочется мне сделать, как эта маленькая. Сюда. Он слегка по-другому идет. Сюда не может быть этот зон. Чересчур высоко. Или вдох. Сейчас. Вдох. Самое классное. Чуть-чуть натянули. Они у него в этот раз по-другому, чем всегда. Я ему так их оставлю. Обычно можно здесь сверху сделать. Тоже красиво. Или так по бокам. Давайте сверху я попробую. Что-то я на 100% не очень довольна. Тем более это будет медведь. Косыночку я ему вязать не буду. Я вам потом объясню, как я ее делаю. Это у меня вот мужик. Вот так. И вот тут вот так один стишок. Вот так. Вот так я лучше оставлю. Хотя вот эти боковые тоже были ничего так. Ну все. Все равно вот этот глаз нужно было чуть-чуть ниже посадить. Он сейчас, знаете, как будто бы у него голова наклоненная из-за этого глаза. Сама голова ровно сидит, а глаз у него, знаете, как будто бы вот удивленный такой вид у него получается. Вот. Ну, для меня это косяк. Я вижу его. Да?
Хотя оставлю я так и ничего переделать не буду. Единственное, что мне не нравится, что это воля, на это пряжа на глаза ложится. Вот это мне не нравится. И то только вот на этом глазу. Вот. Мы сейчас ушки ему свяжем, пришьем, и поверьте, совсем будет другой вид. И это будет как будто бы так и задумано. Вот. Вот эти ниточки я завяжу и насквозь через голову протяну и отрежу здесь, чтобы они не торчали кончики. Да, он сразу поворачивает на левую голову. Так должно быть. Так, девочки, единственное, что у нас еще осталось, что касается медвежонка и его запчасти, это уши. Вот такие маленькие они. Начинаются они вязаться из кольца амигуруми и 7 столбиков. Раз, два, три, 4, 5, 6 и 7. Затягиваем колечко. Так, затянули, теперь мы его переворачиваем. Вот так. И вяжем в первый столбик сюда прибавку одну. Теперь провязываем 5 столбиков. Три, 4, 5. И в последний столбик делаем одну прибавку. Это какая-то цепля, я ее с собой, наверное, заберу. Получится. Тут воздушная петля первая. Вот так. Вот. Я оставлю нить подлиннее, чтобы потом насквозь пройти через голову иглой и пришить вот это ухо. Так. Это ушко можно и так вот, как ракушка, да, пришивать. Но, по-моему, в схемке эти ушки, они, да, они вот обыкновенно, как ракушки, так пришиты. Но мне понравилось, я у себя их взяла, немножечко так стянула. И они такие смешные получаются. Еще зависит, конечно, от того, в каком месте на голове вы их пришиваете. Мне нравится, когда они слегка такие висячие, по бокам висят. Сразу говорит о настроении медведя. Вот, просто я их так вместе сошью. Так, здесь из этой нити я бы сделала узелок, чтобы оно не распускалось. Хоть если ты эту пряжу все равно затягиваешь в кольцо амигуруми, она, в принципе, нитка никуда не девается, но может быть такое, что и может распуститься. Я просто здесь узелок сделаю. Так, и потом вытащу эту нить сюда внутрь и отрежу ее. Иногда я прижигаю еще эту нить, чтобы она не распускалась. Вот как тут, например, я пришила и прижгла. Один минус то, что она темнеет, когда ее прижигаешь. Но там не видно сильно это на медвежонке. Вот такое ухо.
Берем медведя и пришиваем. Я сперва буду пришивать коротенькой иглой, потом я ее поменяю, потому что длинной иглой сразу здесь пришивать это не очень удобно. Так. Конечно, медведю можно пришить сюда ушки, можно пришить сюда, можно пришить даже вот так, чтобы они так свисали. Я не знаю куда. Я хочу вот так. У меня в основном у всех медведей. Если косыночку вязать, то, конечно, да, пусть они чуть-чуть подальше, но здесь снизу висят. Тогда ушко будет выглядывать, как у той девочки, которую я вам показывала. Например, у этого медведя, у него ушки чуть повыше. У этой девочки они у нее снизу. Не знаю, как этому пришить. Вы смотрите, как вам нравится. Я, наверное, пришью их, как у того медведя, наверное. Чуть-чуть повыше, потому что на голову я ему ничего вязать не буду. Можно, конечно, к этому комбинезончику и шапочку связать, но у меня другие планы, что касается дальнейшей вязки. Поэтому не хочется мне сейчас на это сильно время тратить. Я знаю, что сейчас все будут у меня просить, чтобы я связала эту одежду еще крючком, потому что очень многие не могут вязать спицами. Я уже думала об этом попробовать, потому что, в принципе, там разницы нету. То, что мы вязали спицами или будем вязать, точно так же это можно вязать крючком. Схема остается. Просто вы это все как на спицы, со спиц на крючка перекидываете. Это значит, то, что столбик, это обыкновенная петля. Только там нету изнаночных и лицевых. Вот. То, что накид, это воздушная петля. Я попробую, если что, у меня время будет, я сделаю. Я сперва попробую сама связать эту схемку со спиц на крючок. Если у меня получится, то я свяжу отдельно еще. Вот. Я видела, помните, мы вязали медведей, называется «Родной Мишка». Вот. И Наталья Ларина, она сейчас выпустила еще одежду для этого родного Мишки, тоже бесплатно. И вот у меня очень сильное желание связать одежду для этого медведя. Там такая красивая шапочка и, по-моему, комбинезончик. А сам медведь большой. Да. Я поэтому не знаю, как бы там тоже не пришлось менять схему, но я этого не хочу. Не менять, а ее как увеличивать. Поэтому я подумаю, если у меня получится, то... Так, ищем. Вот где ухо пришито. Вот она, эта линия. На этой линии здесь тоже должно быть второе ухо. Сюда вводим. И точно так же пришиваем, как и тут, второе ушко. И вот такое оно получается. Итак, девочки, я пришила медведю своему ушки. Вот так он у меня выглядит спереди, вот так он выглядит сбоку. И сейчас мы будем с вами вязать для него комбинезончик. Перед тем, как вязать, я вам хотела сказать, может быть, я уже в начале видео где-то это сказала, сейчас не помню, что схемку комбинезончика я не меняла, я ее просто увеличила в количестве петель. Вот, вся схема точно так же все остается, но так как мы вязали с Himalaya Dolphin Baby, то схема ее комбинезона к нашему медведю не подойдет по размеру. Поэтому, так как мне хочется все-таки из акрила ее связать или более тонкой нити, то, взяв ее схему, я немножечко изменила количество петель, пробовала раза 3, наверное, наконец-то нашла нужное количество, чтобы там в конце этот комбинезон подходил нашему медведю.
Вот, так что не удивляйтесь, если вы скачаете схемку, почему сама схема одна, а количество петель другое, да? Просто хотела заранее сказать. Итак, вязать я буду вот этой пряжей. Мне очень сильно, я хотела белым вот связать, и очень сильно хотелось его таким немножечко волосатеньким сделать. Это какая-то очень старая пряжа, девочки, даже не знаю, откуда она у меня. Я не удивлюсь, если здесь еще D-марк наклеена. Цена, нет, нету ее. Вот у меня таких 3 клубка, я надеюсь, что эти 2 хватит, потому что я буду брать вдвойне. Нитка очень-очень тонкая, и мне хочется ее взять вдвойне. Размер или метраж здесь идет, сейчас посмотрю, 25 грамм на 100 метров. Что это за пряжа? 50% акрил, 50% полиамид. Но здесь такое ощущение, как будто здесь немножечко мохер добавлен, потому что, видите, да, она такая слегка пушистая. Вот буду я ее брать вдвойне и буду спицами вязать. Нам для этого надо будут чулочные спицы и круговые. Вот. Сначала мы будем вязать круговыми господи, с леской. И потом мы будем переходить на чулочные. Размер 3,5 я буду использовать. Все, начнем. Так, мы набираем 50 петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и так далее. 50 петель. Так, вот набрала я 50 петель, и теперь мы вяжем резинку. Резинку мы вяжем 1 лицевая, 1 изнаночная. Вы также можете провязать 2 лицевые, 2 изнаночные, как вам хочется. Окей, по схеме идет 1 лицевая, 1 изнаночная. Первая петля всегда снимается, кромочная, и мы вяжем с вами 1 лицевая, 1 изнаночная, лицевая, изнаночная. И так до конца ряда. Когда у нас этот ряд закончится, переворачиваем работу и точно так же вяжем по узору. Там, где лицевая, лицевая, там, где изнаночная, изнаночная. Таких нам нужно будет провязать 10 рядов. Получается резиночка, горловину она все закрывает и загибается. Если вы не хотите, чтобы такая резинка была высокая, то вы можете пару рядов только провязать, чтобы, ну, как есть же такая стоечка, да, воротничок. Можете сделать такое, как вам угодно. Я свяжу точно так же, как у автора. Провяжу резинкой 10 рядов. Вот. Провязываем так до конца ряда, и последнюю петлю, она всегда в основном провязывается изнаночной. Я чаще всего ее провязываю просто лицевой. Итак, вяжем резинкой 10 рядов. Так, девочки, провязала я резинку, теперь мы будем вязать саму манишку. Там у нас будет 1 ряд лицевой с прибавками и изнаночный, чисто все изнаночные. Итак, первую петлю мы, как всегда, снимаем. Потом вяжем с вами 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Теперь мы делаем 1 накид. Накид я делаю из-под низу. Накид. Потом вяжем 1 лицевую. Потом опять провязываем накид. Или делаем накид. Далее вяжем 10 лицевых петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Накид, 1 лицевая, накид, и провязываем 12 лицевых петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Делаем 1 накид, 1 лицевая, накид, провязываем 10 петель. 5,
6, 7, 8, 9, 10. Теперь накид, лицевая, накид и до конца ряда 6. 3, 4, 5, 6. И последняя у вас или изнаночная, или у меня лицевая. Тогда, если лицевую провязываю, у меня получается ровная косичка. Так, изнаночная сторона, мы провязываем все петли изнаночными. Единственное, что здесь только один момент есть, как провязывать те петли, которые были провязаны накидом просто, да, или которые были накинуты. Первую снимаем и вяжем изнаночные. 2, 3, 4, 5, 6. Вот у меня первый накид. Его я провязываю. Если мы провяжем вот за эту стеночку, то у нас получится дырочка такая. Поэтому я провязываю вот за переднюю стенку этого накида. Вот так. И немножко затягиваем. Провязываем изнаночно. И вот второй накид. Его я точно так же провязываю за переднюю. Все накиды абсолютно, которые будут здесь провязаны, я провязываю только так. Тогда у меня весь комбинезончик без дырочек. Вот. Если вы эти дырочки любите или вам это нравится, их можно оставить. Тогда у вас будут такие полосочки на плечах с дырочками с одной стороны и с другой стороны. Тоже красиво, но они получаются сильно большие и сильно в глаза бросаются. Поэтому я решила накиды провязывать так, чтобы дырочек не было. Ну, вот этим методом, как я вам показала. Вот этот накид за переднюю стеночку. И провязываем далее. Так провязываем до конца ряда. И у нас с вами будет 58 петель. Так, провязала, поворачиваем работу и вяжем далее. Первую снимаем, вяжем 7 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Накид, 1 лицевая, накид и 12 петель. 6, 7, 8, 10, 11, 12. Опять накид, лицевая, накид и 14 петель. 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Накид, лицевая, накид, 12 петель. 9, 10, 11, 12. Так, я проверю. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Теперь мы делаем накид, лицевая, накид и до конца ряда 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ну и последнюю кромочную. Так, поворачиваем работу и вяжем все петли изнаночными. И у нас сейчас 66 петель. Так, провязала я этот ряд. Такая нитка нежная, прям приятно ей вязать. До этого я пробовала вязать обыкновенным таким аркилом. Что я сказала? Аркилом. О май гад. Аркилом. Это что-то новое у меня. Акрилом, господи. Хорошо, что не Акимом. Аркилом. Короче, синтетикой вообще не вязать неприятно, ни пальцем неприятно, ни моим ушам и зубам неприятно. Я распустила, стерла это видео, нашла другую нитку, вот вяжу ей прям аж кайфую сижу, да, и чуть ли не аркилом вяжу уже.
Пипец. Так, следующий ряд. Снимаем петлю, провязываем 8 лицевых. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Накид, лицевая, накид, 14 лицевых. 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14. Так, накид, лицевая, накид. Далее вяжем 16 лицевых. 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16. Накид, лицевая, накид, 14 лицевых. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Накид, лицевая, накид и 8 до конца ряда. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И кромочная. У нас сейчас 74 столбика. Провязываем ряд изнаночными. Так, девочки, провязала. У нас сейчас 74 петли. Следующий ряд. У нас еще таких. Еще один ряд такой с прибавками. Итак, последний ряд с прибавками. Провязываем 9 петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Накид, лицевая, накид и 16 петель. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16. Так, накид, лицевая, накид, провязываем 18 петель. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Накид, лицевая, накид, 16 петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Накид, лицевая, накид и 9 петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Ну и последняя кромочная. У нас сейчас 82 петли. Провязываем изнаночную всю сторону. Так, провязала этот ряд. Теперь мы будем с вами выделять рукавички. Провязываем 11 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Теперь закрываем 18 петель. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18. Так, вот это вот у нас первое плечо или рукавичка. Так, теперь провязываем с вами. Так, 22, хотела сказать, столбика, 22 петли. Провязываем просто лицевыми. Это у нас первая петля, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, девятая, десятая, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22. Теперь опять закрываем 18 петель. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18. Фух. Далее провязываем 11 петель до конца ряда. Это уже вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, девятая, десятая, 11 и последняя кромочная. Так, на изнаночной стороне нам нужно будет набрать вот здесь по 3 петли. Переворачиваем и вяжем эти петли изнаночными. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Теперь набираем 3 петли. Раз, два, 3. Теперь далее вяжем 22 изнаночными. Раз, два, 3, 4, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21 и 22. Так, здесь тоже набираем 3 петли. 1, 2, 3, 3. И до конца ряда провязываем вот эти вот 11 петель изнаночными. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11 и 1 кромочная. Так, вот так примерно получается. У меня сейчас, правда, леска такая, я этими спицами 100 лет не пользовалась, я не могу ее положить так, как мне хочется, потому что она все скручивается. Но будет очень симпатично, уже сейчас видно. Так, нам нужно провязать 2 ряда. Сейчас лицевой ряд и назад изнаночный. А потом мы будем эти петли на чулочные перекидывать. Так, девочки, я провязала эти 2 ряда. Вот. Смотрю здесь. Здесь всегда вот, когда вот эти вот места мне не очень нравятся, поэтому я это потом все буду обвязывать крючком. Вот. Теперь мы будем перекидывать. Так, я провязала эти 2 ряда. Теперь мы берем чулочные спицы и будем перекидывать петли. Ну, уже их провязывая. У нас сейчас 52 петли. На 4 спицы это по 13 петель. Итак, первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, девятая, 10, 11, 12, 13. 13. Одна спица. Далее 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13. 4, 5, 6, 10, 11, 13. И на последнюю спицу 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13. Так, круговые нам больше не нужны. Теперь мы соединяем и вяжем по кругу 2 ряда. Окей? Просто лицевыми. У меня это видео немножко шумное, но у нас жарко сейчас на данный момент в Германии. Я в комнате у себя просто задыхаюсь. Мне нужно открытое окошко. Поэтому вы уж меня простите. Так, провязываем 2 ряда. Один ряд это 4 спицы. Да, здесь у нас начало ряда. Вот так что провязываем 2 ряда. Так, я провязала 2 ряда. Теперь мы должны будем на животике сделать 10 прибавок. Сперва провязываем вот эту спицу без изменения. Так, теперь провязываем на этой спице 4 петли. И теперь будем делать накиды. Делаем накид, провязываем 2 петли. Накид, 2 петли. Это уже 2 прибавки. 3, 4. Теперь делаем 5-й накид, провязываем 1 петлю. И вторую мы провязываем на этой спице. Это был 5-й накид. Теперь мы провязываем 6-й накид, 2 петли.
7 накид, 2 петли, 8, 2 петли, 9, 2 петли и 10. И у нас точно так же здесь остается еще 4 петли. Провязываем так до конца ряда. Эту спицу мы без изменения, просто лицевыми. Так, у нас на 2 или на 2 спицах по 13, а на остальных 2 там чуть больше, наверное, по 5 на каждой, еще больше. Все, теперь мы должны будем провязать. Смотрите, какой симпатичный получается плеер. Мы должны будем провязать, девочки, без изменения, ну, я не знаю, сантиметров 10, наверное. И вам надо будет потом одеть на медведя и посмотреть, вы должны будете вот этой задней частью упереться в хвостик. Вот, провязываем без изменений до тех пор, пока мы не упремся в хвост. Потом нам надо будет сзади убрать, ну, где-то примерно, я думаю, где-то 4 петли. Или, может, 5. 2 тут, 2 тут. Или по 3 петли. Скорее всего, по 3. Я не знаю, короче, мы уберем так на глаз примерно, чтобы хвостик у нас влез, да? И мы потом будем вывязывать вместе эту дырочку. Сперва мы провязываем без изменения до тех пор, пока не упремся в хвост. Вот как я упрусь в него, приду к вам опять. А, девочки, я вам еще хотела показать, что вот эти вот прибавки, которые мы делали на животике, мы их точно так же провязываем за переднюю полустеночку, да, вот так же. Если вы их провяжете за эту, как я уже говорила, будут дырочки. В принципе, идея тоже неплохая, да, провязать так, чтобы у вас было на животике 10 дырочек. И вот в эти дырочки можно пропустить красивую ленточку. Чисто как декорацию. Посмотрим, может быть, в следующем мишке я это сделаю. Вот. Если мы их провязываем за переднюю полустенку, то получаются вот такие галочки, да, или вот маленькие такие дырочки. А если мы за заднюю провяжем, то здесь будут хорошие дырочки такие. И здесь можно пропустить ленточку и как завязать ее бантиком. Такое тоже можно сделать. Я? Окей. Так, девочки, провязала я нужную мне длину, померила. И комбинезончик сидит прям вот впритык вместе с хвостиком. Теперь я на этой спице, вот эти 2 задние спицы, да, на этой спице я провязала 2, 4, 6, 8, 9 петель. 9 петель. Хочу оставить сейчас на данный момент для дырочки на каждой спице по 10 петель, а остальное я буду убавлять. Это значит, или не убавлять, а закрою. Это значит, по 3 петли на каждой спице мы закроем для того, чтобы было это отверстие. Это 6 петель вместе. Так, 1, 2, 3. Нет, вернее, надо было мне 10 оставить, а я оставила 9. 2, 4, 6, 8, 9. 9. Ну, пусть будет так, пусть будет 9, значит. Вот. И будем убавлять до тех пор, пока у нас здесь не будет 9 петель. Надеюсь, что сильно не будет большая дырочка. Ну-ка, еще одну. Сколько здесь получается? 2, 4, 6, 8, 10. 11. Сколько сейчас? В принципе, нормально, да? 2, 4, 6, 8, 10. Ну, давай еще одну уберем, чтобы у нас на каждой было по 9. Давайте примерно посмотрим. Я думаю, что для хвостика прям перфект. Итак, здесь 9 оставила, потом убрала, или вернее закрыла, чтобы у нас здесь тоже осталось 9 петель. 2, 4, 6, 8, 9. Вот, и вяжем теперь, девочки, ну, я думаю, 4 ряда. И как мы их вяжем? Мы вяжем сейчас полностью вот так все лицевые.
Потом здесь поворачиваем работу и вяжем изнаночные. Потом поворачиваем опять лицевые и поворачиваем изнаночные. Понимаете, мы не соединяем, мы вяжем сперва вот одну сторону до этого момента, потом здесь поворачиваем и вяжем изнаночными до этого момента. И так делаем 4 ряда. Да? 2 ряда лицевых и 2 ряда изнаночных. Так, девочки, я провязала эти 4 ряда, и теперь мы эти петельки, которые мы закрыли, мы их опять наберем. Итак, у нас здесь 2, 4, 6, 8, 9 петель, и нам нужно еще 10, 11, 12, 13. Теперь мы вяжем, или вернее не вяжем, а набираем на эту спицу, да, точно так же 2, 4, 6, 8, 9. Давайте я их сюда наберу, а потом я их просто перекину, мне так проще будет. Нам на эту спицу тоже нужны сколько? 4 петли. Ну-ка, я их сюда сейчас наберу. 1, 2, 3, 4. И давайте на вот эту спицу мы провяжем. Так, это путается все. Подождите секунду. Терпение. Так, провяжем сперва эти петли. Хорошо здесь затягиваем. Так, мы их провяжем. Вот. И вот эти вот 4 мы их сейчас сюда просто перекинем, и все. Лишь бы только их не потерять, да, девочки? Их, конечно, можно перекинуть потом, когда они лицевыми провяжутся, но я сделаю сразу. 1. Тупые у меня спицы, и они натянуты сильно. 1, 2. Потом идет здесь 3. И вот это вот 4 сюда. Окей. Ну, если вы можете попроще сделать, сделайте попроще для себя, окей? Вот такая будет дырочка у нас. И мы сейчас вяжем точно так же далее по кругу. Я вам советую, чтобы 10 раз не натягивать на медведя этот комбинезончик и не проверять, сколько нам еще вязать до сантиметров. Я это делаю в основном вот так. Я беру месбанд. Ну, у меня так с другим последним вот медведем получилось, там, где я дырочку увязывала. Беру медведя. Вот у него хвост. Так, последние петельки, которые мы набрали, они вот тут будут лежать. И отсюда я прикладываю месбанд и иду вот до этого колечка амигуруми. Вот этого колечка амигуруми, девочки. У кого какие мысли? Я вообще об этом даже не подумала. Короче, идем до попки вот сюда. Прикладываем месбанд и идем, потому что нам надо вот эту длину просто провязать. И эта длина, да, она будет точно такая же, как и с той стороны. И вы тогда, одевая комбинезон, вот здесь встретитесь, да, и вам надо будет просто закрыть все петли и здесь прошить. Поэтому, чтобы 10 раз не мерить, провязала ли я нужную длину, я просто от хвостика замеряю сантиметров, и в этом случае у меня 6 сантиметров. Вот. Вот, и потом я беру и вяжу. Сейчас мне нужно так же вязать, как здесь лицевыми, и постоянно замеряю 6 сантиметров. Если эти 6 сантиметров провязала, значит нужная длина готова. Тогда я могу один раз натянуть еще раз, посмотреть, что все 100% готово, и просто закрываем петли, да, по кругу они закрываются. Вот как мы тут закрывали, так и потом они тут закрываются, что здесь полотно открытое, как мешок. Вот, когда мы это сделаем, я хочу еще обвязать рукавички.
Вот, давайте сперва провяжем эти, в моем случае это 6 сантиметров, которые мне нужно еще провязать, а потом закроем. Так, девочки, провязала я нужную длину, померила 6 сантиметров. Мне было маловато почему-то с этой пряжей. Мне нужно было 7,5, ну почти 8 здесь. Вот. Теперь нам нужно будет закрыть. Сейчас я вам покажу, как я закрываю. Ну, в принципе, так же, как и с рукавичками я вам показывала. Так. Я не знаю, почему вот здесь вот с краю у меня получалось, что здесь, что на других комбинезончиках всегда вот эта вот петля. Это когда первая убавка. Я не люблю. Почему-то на той стороне классно, на другой стороне бардак всегда такой. Точно так же, как и здесь. Вот точно так же, как и тут. Эти бардаки. Вот только из-за этого мне очень сильно хочется обвязать, что вот эту дырочку обвязать крючком, да, что вот эти вот рукавички. Это я сделаю. Тогда она аккуратно смотрится. Вот. Ну, как говорится, я не профессионал в техниках, да, вязания. Особенно спицами я вообще забыла, когда я это делала. Вязала ребенком. Это во мне то проснулось только вот в 30 лет игрушки. Что-то у меня беременность со Стеллочкой меня так к этому привела. Вот если бы не она, наверное, я бы не вязала никогда игрушки. Вот. Вот так я закрываю петли. Ну, в принципе, так же, как и там я вам показывала, где рукавички. И полностью по кругу все петли закрываем. Когда мы пройдем опять на начало ряда, мы немножко длиннее оставляем нить. Так как она у меня здесь двойная, я возьму только одну нить, не двойную, а одну, да, из этих двух. И ей я потом буду пришивать иголкой этот комбинезончик снизу между ног. Вот так. И вот так вот закрываем до конца. Закрыли одну спицу, переходим ко второй спице. Так вот будет получаться. Итак, девочки, я закрыла полностью комбинезончик. Потом, когда мы его будем одевать, или когда вы оденете, где ножки она закручивается, а между ног просто вот эта часть и вот эта часть, она сшивается между собой. Где-то вот примерно на таком расстоянии. Да? Ножки открыты, а эта часть она сшивается. Я хочу вам еще показать, как я обвязываю рукавички и вот эту дырочку. Это все одно и то же, да? Мы обвяжем сейчас одну рукавичку, а остальное вы обвяжете сами. Итак, закрепим здесь нить. Закрепляем ее. Я беру крючок, у меня он 3,5. Делаем воздушную петлю и обвязываем эту рукавичку. Тогда у нее будет вид более-менее, ну, вернее, имею в виду край симпатичнее, чем такой, как он у меня есть. Если они у вас выглядят хорошо, не обязательно это делать. Вот. Нить сильно не натягиваем, иначе будет сильное сужение, вы потом рукой туда медвежьей не залезете. Я вхожу буквально под петельки и захватываю их, обвязывая вот так. Получается немножко край толще, чем он есть, но и тем самым оно подчеркивает этот край. Вот таким методом. Вот так оно получается, девочки. Точно так же мы делаем вот эту рукавичку и вот эту вот дырочку для хвостика. Здесь мы пришиваем пуговичку, делаем петельку и застегиваем. У меня воротничок, он не застегивается полностью, да, что он у меня как потом так заворачивается. Я его здесь оставляю открытым. Пуговичка у меня здесь сидит, петелька здесь. И когда воротничок я загибаю, то он у меня сзади вот так вот открыто лежит.
Вот. Ну, когда я это все сделаю, я вам покажу, как оно выглядит на медведе. Все. Делаем это все до конца. Итак, девочки, я хочу вам показать, что у меня получилось. Я связала этот комбинезончик. Снизу здесь я просто его сшила. Как я вам уже показывала, обвязала я также эту дырочку, точно так же, как рукавички. Вот так вот оно все выглядит. Рукава. И точно так же я обвязала эту дырочку. В том медвежонке, да, я так не обвязывала. И, в принципе, очень даже хорошая идея. Она аккуратно все смотрится. Вот. Очень многое зависит от нитки. Если, например, вот я выбрала эту нитку, она очень такая нежная, да, и резиночка хоть и 10 рядов провязана, но она получилась коротенькая. Если мы, например, сравниваем вот с этим медведем, то тут уже совсем другая нитка. Здесь она сидит намного лёгко, да, ну как свободней, и резинка кажется длиннее, хотя все та же схема. Хотела вам просто сказать, если взять тоненькую нить, то он будет очень сильно облегать на этом медвежонке, этот комбинезон. Вот. Если взять нить чуть-чуть потолще, то он сидит намного свободней, просторней. Вот эта полосочка – это связь между двумя спицами. Когда мы одну спицу провязываем и потом вяжем другую, то первую петлю нужно немножко натягивать. Если этого не делать, получается вот такая полоска. Это потом я уже поняла. Также и здесь, да. Здесь у меня медведь без хвостика. Вот. Просто хотела вам дать для сравнения. Если вдруг вы вяжете из тонкой нити, то я вам советую вот в этом ряду, где мы 10 петелек прибавляли, то один ряд провязываем потом без изменений в круговую, и в следующем ряду я бы еще раз добавила бы 10 петелек. Тогда бы штанишки сидели бы еще намного свободней. Или просто уже сразу выбирать такую нить, чтобы она не сильно была тонкая. Потому что когда ты уже одеваешь на этого медведя, то видно все вот эти петельки. Это, как я уже еще раз сказала, зависит от нитки. Потому что, ну, вот тут она выглядит, в принципе, очень даже и свободно, и хорошо. И не так-то уж и натянуто, да. Вот. Я бы, например, связала бы медведю как кофточку. Сделала бы здесь резиночку и оставила вот эти ножки, чтобы оно все было открытое. Но мне хотелось связать, как у автора, комбинезончик. Так что, если вам нравится, добро пожаловать и вперед. Такой косолапый у меня получился. Все, всем пока.